Здравствуйте, Дан. Здравствуйте, Александр. Итак, чуть более месяца прошло с первого нашего с вами ролика. Для тех, кто не знает, я коротко напомню, что вы рассказывали о тех событиях, о той несправедливости, мягко говоря, которая творится в Росгосцирке. После выхода этого интервью депутат Государственной Думы Анжелика Глазкова, а также Николай Платошкин обратили внимание на эту ситуацию. И хочется спросить вас, есть какие-то подвижки, может быть, какие-то даже итоги? Расскажите, пожалуйста. Ну, значит, с того времени особо я бы не сказал, что многое изменилось. Единственная хорошая, конечно, история, то, что мы познакомились с Николаем Николаевичем Платошкиным и с Анжеликой Егоровной Глазковой. Мое почтение, это действительно профессионалы своего дела, очень порядочные люди. И было организовано Анжеликой Егоровной 2 круглых стола. То есть были 2 заседания, на котором присутствовали представители управленческого, так сказать, состава администрации компании «Росгосцирк», был представитель Министерства культуры Оксана Валентиновна Косарева, ну и также наши представители, то есть я, Мариса Вальтеровна Запашная, моя мама, по совместительству, также люди, которые пострадали от решений руководства компании «Росгосцирк» нынешнего. Вот, очень хорошая была встреча, очень много всего обсудили, вот, но, к сожалению, никаких итогов подведено не было. На втором заседании, которое было организовано спустя неделю, не было никого из представителей Министерства культуры, также генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Григорьевич Беляков не счел нужным и необходимым прийти. Вот, было всего 2 человека, заместитель генерального директора компании «Росгосцирк», федерального казенного предприятия Татьяна Владимировна Бушкова и директор ЦЦИ. ЦЦИ – это Центр циркового искусства, Дарья Леонидовна Костюк. Вот в таком составе они представляли компанию «Росгосцирк». Диалог у нас, к сожалению, не состоялся. Вот, с нашей стороны присутствовали 3 человека. Я, снова моя мама Мариса Вальтеровна Запашная, и избранный член правления Союза цирковых деятелей России. Это общественная организация, которая 30 лет ее основали известные артисты, такие как Кио, Никулин участие в этом принимал. Ну, собственно, такие как бы корифеи отечественного советского цирка. И организация эта с очень большой историей, вот, которая действительно большую активность проявляла и проявляет до сегодняшнего времени. К сожалению, человек, представляющий Союз цирковых деятелей России, сильно вызвал в лице руководства компании «Росгосцирк» недовольство своим присутствием, потому что человек осведомлен, очень хорошо разбирается в трудовом законодательстве, мог задавать крайне неудобные вопросы. Вот, и его попросили вывести из, собственно, кабинета, дабы он не раздражал. Но Анжелика Егоровна настояла на том, чтобы, в общем-то, все присутствующие остались, потому что основная задача была это наше восстановление, как из прошлого нашего эфира, вы помните, мы общались и разговаривали о том, что у нас состоялись суды в этом году, длились они достаточно долго, около 8-9 месяцев, и мы эти суды выиграли. То есть суды, связанные с нашим незаконным увольнением из компании «Росгосцирк». Мы были уволены в 2021 году, в 2022 году восстановлены, но практически, можно сказать, знаете, только на бумаге, потому что предполагается восстановление в то состояние, в котором мы были до увольнения. К сожалению, животные, которые работали на протяжении долгих лет в компании «Росгосцирк», они не были поставлены на довольствие, не включены в гастрольный график. Вот, и таким образом мы не могли исполнять свои должностные обязанности, потому что наша работа как дрессировщиков, людей, которые работают с животными, она, конечно же, предполагается, собственно, взаимодействие с животными. Но, к слову сказать, тоже других животных нам не было предоставлено, то есть по факту нам не дали возможность выполнять наши трудовые функции. В итоге что получилось? То есть на втором этом круглом столе, собственно, я так понимаю, не было, скажем, наверное, желания со стороны руководства компании «Росгосцирк» нас восстановить. То есть идея как бы в этом и заключалась. И, в общем-то, мне кажется, немного некорректно себя повело руководство ФКП «Росгосцирк» и удалилось. То есть много раз Анжелика Егоровна старалась очень дипломатично
найти какие-то точки соприкосновения, объясняла то, что здесь будут решаться непосредственно вопросы, связанные с нашим восстановлением законным. Вот. Компания «Росгосцирк», собственно, даже и не извинилась за то, что нам пришлось пройти такой долгий путь в течение вот этих судебных всех процессов, в течение этих месяцев. Наши животные до сих пор, к сожалению, находятся вне цирка, то есть мы не можем работать, и, соответственно, продолжается вот эта вот вся эпопея. Мама в данный момент судится, потому что ее второй раз уволили после того, как восстановление произошло. Но об этом мы тоже разговаривали, причем сделали это тоже намеренно, то есть ее сократили, не предоставив, соответственно, нерепетиционный период, потому что животные, о которых мы говорим, достаточно долго не выступали. Регламент, собственно, предполагает работы компании «Росгосцирк», то, что если есть такие перерывы большие, предоставляется некий репетиционный период для восстановления формы и животных, и артистов, и так далее. То есть мама писала где-то, по-моему, в мае месяце, да, это был май месяц, бумаги с законными требованиями, чтобы были выполнены, соответственно, все пункты исполнительных листов моего и Марисы Вальтеровны судебных. Но через буквально там чуть больше недели, наверное, ее уволили. Как раз в день рождения, на 31 мая, ей прислали бумагу, то, что мы вас сокращаем. И даже не дали ответ, собственно, на ее заявление, что, собственно, на мой взгляд, крайне, мягко говоря, странно. Вот такая вот эпопея. Вот. Я же был приглашен 28 ноября, если я не путаю, да, это 28 ноября было этого года в компанию «Росгосцирк», значит, для решения производственных вопросов, так это называется, значит, поскольку я работал 2 номера в цирке, я жонглировал на мотоцикле, номер называется «Цирковой рокер», и второй номер с шимпанзе, с очаровательной Бонни, которую мы все любим. Мои подписчики постоянно меня поддерживают на моем YouTube-канале, очень много зрителей беспокоятся, конечно же, о судьбе животных в первую очередь, соответственно, и о нас, и чем вообще эта вся история затянувшаяся закончится. Вот на этом заседании, о котором я говорю, присутствовало 7 человек. Заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк» Татьяна Владимировна Бушкова, снова Дарья Леонидовна Костюк, это, напомню, директор Центра циркового искусства, главный ветеринарный врач, был юрист, представитель отдела кадров, как я помню, даже не представитель, а начальник художественного отдела и в заключении секретарь генерального директора, которая вела протокол, все это было под аудиозапись. Мне, к сожалению, почему-то запретили вести аудиозапись, но обещали ее прислать. К сожалению, не прислали до сих пор. И условия были такие, что я должен ехать, значит, в Новокузнецкий цирк без обезьяны на репетиционный период, то есть они формально выполняют закон, то есть есть локально-нормативные акты в компании «Росгосцирк», согласно которым есть определенный порядок действий и так далее. Но поскольку компания «Росгосцирк» меня уволила, значит, в 2021 году, я гол как сокол ушел, без всего абсолютно, то есть у меня весь реквизит, все костюмы за всю мою деятельность, даже животные все, собственно, которые у нас присутствуют, они куплены за наш счет. То есть, многие артисты, на самом деле, покупали реквизит, ремонтировали, также и животных покупали согласно сценарным заявкам своим, то есть, то, что положено для номера, в силу того, что долгое время в компании были финансовые какие-то проблемы. И, соответственно, так уж получалось, что для того, чтобы поддерживать высокий художественный уровень, артистам приходилось покупать или ремонтировать реквизит, покупать животных. Им обещали генеральные директора, что это все будет оплачено. К сожалению, год проходит, полтора, генеральный директор меняется. Вот такая чехарда достаточно длительный период времени происходила, как минимум лет 12. За это время, чтобы не соврать,
где-то генеральных директоров, наверное, 7-8 человек поменялось. Ну и, соответственно, вот так вот проблемы, они, знаете, как снежный ком накапливались, накапливались. Вот. Ну и по большому счету я говорю, друзья, ну вы мне предоставьте хотя бы что-то, с чем я должен репетировать. То есть, вы меня отправляете в Новокузнецкий цирк без обезьяны, хотя я должен, по идее, как бы с ней репетировать, а что я должен делать в манеже, если у меня нету животного, что я должен восстанавливать. Ну, второй момент по мотоциклу. То есть, реквизит был оставлен в Омском цирке, где, соответственно, произошло мое увольнение. Вот. Соответственно, условий никаких, нету ни реквизита, ни булав, ни мечей, соответственно, ни факелов, с чем я работал, ни мотоцикла. Я говорю, что я там должен делать? Ну, там было такое предложение, мол, я должен, значит, ехать, восстановить, они мне купят там булавы, мячики, значит, факела. Я должен на манеже им показать свое мастерство. Вот, а потом они сочтут нужным или нет приобрести мотоцикл. Друзья, есть, говорю, цельный номер, то есть, который предполагает наличие всех атрибутов, о которых я говорю, и как я должен вам все это показывать. То есть, ну, это на самом деле такие формальности, введения, скажем, в заблуждение, то есть, они как бы хотят показать то, что они мне предоставляют работу, но якобы я там капризничаю и не хочу ничего делать. Вот. По обезьяне они, значит, заявили о том, что они не могут, значит, взять обезьяну, которая работала как минимум 8 лет или 9 в компании Росгосцирк, так как они считают, что с ветеринарными документами якобы не все в порядке. Вот. Ну, вот какая-то странная формулировка, на что я попросил, соответственно, я говорю, ну, давайте, я говорю, если есть какие-то нарушения, разберемся, собственно, в этих бумагах. Я говорю, вот ветеринарный врач сидит, давайте все это посмотрим. И на что мне, собственно, сказали, что если вдруг у работника там, как я помню, крокодил там вдруг появляется, ну, и который, собственно, мешает выполнять трудовые обязанности работнику, но надо решать, или там крокодилом заниматься, или, собственно, заниматься работой. Ну, мне это было достаточно странно. Вот. И причем я попросил, говорю, давайте я возьму отпуск за свой счет, без сохранения заработной платы, там сколько, неделю-две, например, чтобы вот урегулировать эти вопросы. Я говорю, я не могу краснокнижное животное, вы же прекрасно знаете, что мы находимся в городе Оренбурге, согласно вашей же телеграмме, мы сюда были присланы и так далее. То есть, это животное, которое требует, это социальное животное, которое требует постоянного общения. Даже то, что я сюда приехал к вам на день, это большая проблема. То есть, за ним надо ухаживать, с ним надо общаться и так далее. Но вот во внимание такие вещи, как бы, соответственно, не берутся. Но для меня это тоже достаточно, ну, показательно, то, что вот такое вот отношение. Вот. Потом мне были предложены, значит, бумаги от начальника КРУ, господина Улитина, есть такой, и, значит, в этом документе я, кстати, на своем телеграм-канале Донзапашный Лайф делился, собственно, бумагами этими. И было написано примерно следующее, то, что, пожалуйста, предоставьте сведения, значит, о животном, о шимпанзе, Чуче, 2005 года рождения, который работал, значит, в вашем номере и куплен был за счет компании Росгосцирк и находится на балансе компании Росгосцирк. Вот, то есть, как интересно. То есть, я о чем и говорил, то, что все животные, с которыми мы работали, они куплены за наш счет. А тут вот такая система, значит, получается то, что якобы я куда-то утаил обезьяну, которая была куплена за государственные деньги. Вот, все это время непонятно. То есть, если это животное есть на балансе вдруг каким-то странным образом компании, но предполагается то, что они должны были его кормить. То есть, с 2005 года какие-то должны были там ведомости кормовые там вестись и так далее. То есть, смысл в том, что я должен предоставить им это животное, или в противном случае, значит, компания Росгосцирк вынуждена будет обратиться в правоохранительные органы. Вот, и, по-моему, 160 статья Уголовного кодекса, значит, присвоение имущества. Вот, на меня хотели как бы, соответственно, всю эту историю повесить. Но я предложил, я говорю, я не понимаю, о каком животном вы говорите, вот я про своих животных знаю. Пожалуйста, предоставьте мне документы.
на всех животных, особенно на краснокнижных, обязательно должны быть документы о происхождении, там, документы купли-продажи, ветеринарные там, свидетельства и так далее. Я говорю, ну, чтобы не опознать животное, пожалуйста, предоставьте, говорю, бумаги, я хоть буду понимать, о какой обезьяне мы, собственно, говорим. Может, это вообще какая-то обезьяна там, с другого номера и так далее. То есть, я говорю, я не понимаю. Вот. Ну, ничего мне не предоставили. Ну, давление стараются оказывать всячески. Я был вынужден, соответственно, написать заявление об увольнении примерно следующего содержания. Опять же, на моем телеграм-канале оно есть. О том, что в связи с регулярными нарушениями моих трудовых прав со стороны работодателя, давления, постоянно которое на меня оказывается, прошу уволить меня в связи с выходом на пенсию. Вот благо, что я пенсионер, уже ну, не меньше 7 лет. Вот, несмотря на, скажем, свой юный возраст, у нас льготная пенсия, я с самого детства работаю. И согласно, опять же, 80-й статье Трудового кодекса, там без двухнедельной отработки, соответственно, как бы работник увольняет. То есть, меня спасло, по большому счету, то, что вот у меня, скажем, была пенсия. И, к слову сказать, я не обратил внимания, вот 30 числа, 30 ноября мне предоставили репетиционный период в Новокузнецком цирке, значит, номер акробата Дана Чуча, это с обезьяной номер, и, значит, один день репетиционного периода цирковой рокер. То есть, смысл в том, что этим же днем мне были куплены билеты из города Москва, с Казанского вокзала вроде как, до Новокузнецка. Расстояние достаточно большое, 4 дня, примерно четверо суток ехать. Вот, и мне, значит, не пожалели, значит, денег, купили билет на плацкарт, где, вероятно, я должен был в поезде репетировать эти 2 номера. Но я так понимаю, это специально было сделано для того, чтобы, когда я уже приеду, мне прогул бы поставили. То есть, я должен был 30 числа уже быть в Новокузнецке. Ну и, соответственно, потом еще и разбираться с этими уголовными делами, которые хотят на меня, наверное, повесить. Вот, по обезьяне, и искать должен обезьяну, которая вот куплена за государственные деньги, непонятно, правда, какая. Вот, и, в общем-то, вот такая вот, конечно, занимательная история. Вот, в данный момент наши животные с нами находятся, мы пытаемся найти варианты, скажем, для того, чтобы перевести наших верблюдов из того места, где они были. Мы снимали не один раз репортаж, обращались, соответственно, в разные телекомпании, было несколько съемок, то есть об этой ситуации осведомлены и местные власти, и, соответственно, и Москва, конечно же, потому что были запросы от компании UTV в Росгосцирк касательно вот нашей ситуации невыполнения решения Дорогомиловского суда по маме, но они написали, что моя мама даже никаких заявлений не писала, что, собственно, не является действительностью, поскольку действительно было отправлено письмо, есть подтверждение с электронной почты, есть дата, есть скриншоты, что мы, собственно, любезно и предоставили каналу в качестве подтверждения того, что заявление было отправлено. Хотелось бы еще отметить тот факт, что компания Росгосцирк вообще-то является системообразующей цирковой компанией, отраслью в нашей стране, потому что ну, большинство абсолютно площадок, цирковых имеется в виду, то есть самих цирков, зданий, относятся непосредственно как бы к этой компании. То есть, вот я насчитал 36 стационарных цирков компании Росгосцирк, вот, по всей нашей необъятной стране, по всей нашей необъятной родине. Вот. И хотелось бы, кстати, тоже отметить, что, к сожалению, некоторые цирки в огромных городах, где население больше 1 миллиона жителей, они не могут ходить в эти цирки, поскольку они много лет закрыты. То есть, цирки не ремонтируются, они построены были в советское время. На мой взгляд, самый благоприятный период для цирка, потому что именно тогда был, мне кажется, такой сильнейший подъем циркового искусства за все время существования нашего отечественного цирка. Велись, собственно, переговоры с другими странами. Наши программы ездили, как даже, я бы сказал,
в качестве каких-то дипломатических вот таких вот решений в плане налаживания взаимоотношений с другими народами, странами и так далее. Были большие программы с известными артистами, которые путешествовали в Австралию, в Америку, по странам Европы, то есть много-много где, в Японию регулярные были на протяжении долгих лет поездки каждый год, которые приносили достаточно большие, собственно, деньги, поскольку в компании Росгосцирк есть и валютные счета, и рублевые счета, вот, ну и все было замечательно. К сожалению, вот когда Советский Союз развалился, стоит отметить то, что крупные аттракционы, известные имена артистов цирка, которые, вот знаете, как это правильно сейчас говорят, были пропиарены, наверное, должным образом, потому что артисты цирка все-таки на тот момент были настолько знаменитые, что зрители перед тем, как идти в цирк, они уже знали, что приедут, например, Тугановы, Кио, Филатовы. Про свою фамилию я даже говорить не буду, потому что она до сих пор знаменита. Вот. Очень много имен известных и фамилий, которые были известны публике. И публика знала о качестве, они понимали то, что зрители понимали, что они могут прийти в цирк, посмотреть на любимых артистов. Причем самое интересное, что доступность была очень высокая. То есть на представление люди могли прийти за достаточно вменяемые деньги, купить себе билет, посмотреть высококачественное представление. И, я думаю, что это позволяло и развивать цирковую отрасль, потому что и как в больших городах были цирки, так и в маленьких городах. Но вот, к слову сказать, я даже, знаете, выписал специально перечень цирков, которые на текущий момент закрыты, а некоторые из них вообще достаточно долгое время. Вот, например, Челябинский цирк закрыт. Это, кстати, большой город достаточно, то есть там больше миллиона людей, больше миллиона зрителей, потенциальных наших жителей, граждан, которые могли бы ходить в цирк, но уже несколько поколений ходить туда не может, потому что цирк закрыт более 6 лет в Челябинске. А там действительно очень большое стационарное здание, очень такое, знаете, мощное. Там 2 манежа, 1 репетиционный манеж, об этом никто не знает, потому что он даже в рабочем состоянии, к сожалению, был закрыт. То есть нужно было проводить своевременные ремонты и капитальные ремонты. Но все доводилось до того состояния, что, собственно, те вот эти фундаментальные здания, которые были построены в советское время, они столько лет стояли, как говорится, и без технического, так сказать, обслуживания больше 50 лет вот так вот содержались, приносили прибыль, радовали наших граждан. То есть вот этими представлениями. В Уфе то же самое происходит, тоже очень достаточно давно, большой город, столица Башкортостана. То же самое происходит на протяжении долгих лет, цирк тоже закрыт. В Пензе больше 10 лет закрыт цирк, не могут никак отремонтировать. То есть мне это вообще непонятно. Красноярск тоже крупный город. Люди не могут туда в цирк ходить. Пожалуйста, вот недавно в Оренбурге цирк закрыли, хоть он здесь и маленький, и город совсем небольшой, но что-то мне, знаете, кажется, что здесь не будет в ближайшее время проводиться каких-то серьезных ремонтов и так далее. Скорее всего, будут постоянно проблемы с финансированием и так далее. Потому что, логично представить цирки, которые находятся в больших миллионных городах, которые по определению должны приносить прибыль, они до сих пор не отремонтированы. Каким образом вообще в Оренбурге может цирк отремонтирован, когда вот такие вот здания, соответственно, на протяжении такого долгого времени не обслуживаются, мне тоже непонятно. В Твери недавно цирк закрыли, в Иркутске, в Волгограде тоже закрыли цирк. Пожалуйста, большие города, в которых могли бы мы работать. И самое обидное то, что действительно из-за высоких цен, которые сейчас для зрителей назначены, то есть в столичных городах там вообще до 10 тысяч рублей есть билеты. То есть, представляете, прийти там с семьей, даже маленькой, там папа с мамой, и один ребенок, это уже как минимум, 30 тысяч рублей, еще купить там сладкую вату, там, каких-то сувениров на память и так далее. То есть, достаточно крупная сумма. О какой доступности можно вообще, в принципе, говорить? Меня это тоже, конечно же, очень сильно беспокоит. Ну и часто мне, знаете, задают вопросы касательно того, как же так получается, что вот вроде бы мы о таких глобальных вещах говорим, о том, что массовые увольнения происходят. Не так давно, летом этого года,
огромный коллектив был расформирован, точнее, люди просто сами были вынуждены написать об увольнении, потому что не давали возможность работать людям. Это цирк на воде, который более 25 лет проработал в компании «Росгосцирк», причем это очень успешная программа, ее руководитель Андрей Николаевич Шевченко. Ну вот. И почему как бы получается, что все молчат об этом? На самом деле так уж вышло, что многие мне пишут в личку, спрашивают постоянно, как дела и так далее. И то есть ориентируются на нас. То есть мы как сейчас, знаете, показатель, так сказать, вот борьбы за справедливость, поскольку вот 1,5 года, собственно, вот продолжается наше сражение, и пока что мы не добились результатов. То есть, судя по нам, то есть мы же кормим наших животных за свой счет, там, платим за все ветеринарные там моменты. Животные же нуждаются в обслуживании определенном и так далее. То есть снимаем и арендуем здания, которые необходимы вот, там, для шимпанзе, потому что это теплолюбивое животное, которое требует определенных условий. Вот. И так далее, и тому подобное. Потом несколько человек, которые были с нами, помогали. Очень сложно ведь везде успеть там, принять корма, там, соответственно, как бы убраться у животных, там, уделить им внимание и так далее. То есть и люди тоже должны, которые нам помогают, получать зарплату. Вот на протяжении этого времени это каторжная просто история. И мы все это держим на своих плечах. Я уже не говорю о тратах на судебные, собственно, вот эти бесконечные, знаете, такое ощущение, что они тянутся просто бесконечно, эти судебные все разбирательства, вот, юристы и так далее. То есть много, конечно, уделяется и финансовой вот этой стороне, то есть это очень дорого все содержать. Я, к сожалению, не работал где-то на стороне, не занимался бизнесом, занимался профессионально своей именно вот работой, которой посвятил всю свою жизнь. И вот те сбережения, которые у нас есть, и спасибо еще большое подписчикам, которые смотрят и мой телеграм-канал, все публикации штудируют, и мой YouTube-канал, который, скажем так, просвещает зрителей о происходящем, то есть я стараюсь делиться о том, что у нас происходит. Не все, к сожалению, могу говорить, потому что юристы тоже, скажем, мои рекомендуют какие-то вещи, скажем, не придавать, каким-то вещам не придавать гласность, чтобы там не нарушить, собственно, процесс там судебный, и чтобы доброжелатели в скобках не использовали информацию в своих целях, потому что я знаю наверняка уже то, что просматриваются все публикации, все прямые эфиры, то есть и даже я скорее всего уверен, что вот эта запись, вот этот выпуск будет тоже обязательно проштудирован представителями вот, собственно, компании «Росгосцирк». И если что-то я там, допустим, для них полезное я скажу, конечно же, они будут обращаться там в суд или еще куда-то. Вот такая вот обстановка. И когда я говорил о том, что системообразующая вот эта организация «Росгосцирк», она, конечно же, сотрудничает с другими цирками в нашей стране и в странах СНГ, там, допустим, такие как Беларусь, там, про Украину уже, к сожалению, речи не идет. Вот. В Казахстан мы раньше тоже ездили. Вот утрачены все, скажем, вот эти вот возможности, которые были в советское время, вот именно масштаб гастролей, который проводился не только в Союзе, точнее, Советских Социалистических Республик, но и за границей. То есть я уже объяснял то, что и в Америке, там, и в Мексике, и в Канаде были гастроли, и в Европе, и так далее. То есть люди, которые сейчас возглавляют цирки, которые не относятся к компании «Росгосцирк», их там можно на пальцах, наверное, одной руки пересчитать, это, там, например, Ижевский цирк и так далее, там Краснодарский цирк, который, кстати, ранее был в компании, но его вывели, в компании «Росгосцирк» имеется в виду, вот, и он сейчас как обособленная такая организация, есть цирк в Якутске, в Луганске, вот недавно, соответственно, тоже сотрудничество началось, Луганский цирк. Вот, и у них нет своих артистов, то есть нету своего штата.
площадка должна, соответственно, работать. То есть, и нужно заключать, например, с компанией «Росгосцирк» какие-то взаимоотношения для того, чтобы артисты туда приезжали, чтобы люди, жители этих городов, о которых я говорил, могли приходить в цирк и смотреть представления. То есть, ну, условно говоря, таким людям, как я в данный момент, занесенным в такой некий черный список, не будет возможности, значит, гастролировать по вот этим циркам независимым, потому что, ну, условно говоря, будет оказано давление на руководителей этих цирков, как бы что бы кто ни говорил, но все равно это понятно и ну, что человек выберет, конечно, не будет создавать себе проблем, и чтобы плодотворно работать, чтобы представления шли, будет, собственно, выбрано проведение гастролей, то есть сотрудничество. Вот. Ну, это может трактоваться как угодно, о нашей там невостребованности и так далее. Хотя, ну, знаете, звание заслуженных артистов России просто так министром культуры не вручается. Награды, о которых я тоже говорил, крайняя награда – это «Золотой слон» на Всемирном фестивале в цирке Юрия Никулина в 2018 году. Мы там золото получили. Ну, я думаю, это уже о чем-то говорит. То есть, говорить о том, что есть невостребованность, ну, достаточно глупо. Сложная ситуация, крайне сложная. И, вы знаете, мне не совсем понятно, конечно же, собственно, биография Сергея Григорьевича. Еще в апреле месяце этого года, 2022, я на своем YouTube-канале выложил такое смелое видео, в котором я поделился со своими зрителями, собственно, положением дел. То есть, вообще у Сергея Григорьевича очень интересные есть факты в его работе. Вот с 2006 года по 2013 год он руководил в Ижевске государственным зоопарком. Вот. Впоследствии он был руководителем, директором Ижевского государственного цирка. Вот. Естественно, что на такие должности, соответственно, человек должен быть с высшим образованием соответствующим. Ранее, кстати, он работал в Нижнетагильском цирке. Вот, не буду врать, не помню, какой это год был, но в любом случае для того, чтобы занимать такую должность, у человека должно быть высшее образование. И вот как, согласно документам, которые у меня имеются, решением Драгомиловского районного суда, вот его предоставленные дипломы о высшем образовании признаны недействительными. То есть, получается, что человек занимал должности, соответственно, как бы в этих организациях без высшего образования. Причем у него сначала было одно, есть даже видео, где он рассказывает о том, что он выпускник Красноярского института, а потом вот он закончил, как вот здесь написано, Уральскую академию государственной службы, ну, то есть по сокращенной программе обучения, потому что первое образование у него в Красноярске как бы значилось. Вот. И более того, в 2011 году ему было присвоено звание заслуженный работник культуры Удмуртской республики за все его, собственно, как бы за всю его деятельность, которую он проводил. Вот. А впоследствии, вот, соответственно, мы видим его на посту генерального директора федерального казенного предприятия, огромнейшей цирковой компании Росгосцирк. То есть, мне непонятно, каким образом человек с такой репутацией, с такой биографией может занимать подобные места, такое положение высокое. Вот. И, соответственно, есть тоже вопрос к третьему его образованию. Я так понимаю, что у него тоже какое-то должно быть третье образование. Вот. Но каким образом все это происходило, ездил ли вообще Сергей Григорьевич во время его работы, когда он учился, соответственно, и Синтукский, вот мне тут написано Синтукский институт, вот, ездил ли он вообще на сессии и брал ли академические отпуска для того, чтобы, соответственно, эти сессии сдавать. Но это тоже вопрос. Вот. Ну, много моментов, которые я и многие, как говорится, люди, которым не безразлична судьба нашего цирка, ну, просто непонятно, как вообще такие вещи могут происходить, Александр. Дан, ну, после того, что вы рассказали, возникает только один вопрос. А что вообще делать, вот как вы считаете? Вы знаете, Александр, тут, конечно же, сразу мысль какая возникает. Люди, которые
переживают за цирк, которые относятся к цирку. Может быть, это чья-то, скажем, может быть, коллеги меня смотрят. Это тоже профессия чья-то, может быть, там в разных жанрах люди выступают. У людей, которых есть чувство справедливости, и которые готовы, так сказать, бороться за наш отечественный цирк и спасать его из рук Карабаса-Барабаса, я думаю, ну, конечно же, нужно придавать гласности, потому что я считаю, что если мы будем замалчивать и не говорить об этих вещах, ну, об этом, во-первых, никто не узнает, и те устроители, которые позволили этому быть, они, собственно, ну, и переживать не будут. Я считаю, что обязательно, конечно же, нужно проводить такие встречи, и людям, которые нас посмотрят, я думаю, если они окажут содействие и смогут обратиться, например, в высшую аттестационную комиссию ВАК, например, да, то есть с просьбой пояснения, а как же вот так вот получается, что у человека действительно, ну, состоялись суды, то есть решение есть Драгомиловского районного суда, это несложно найти в интернете, что признаны дипломы, 2 диплома признано о высшем образовании недействительным, и человек занимал высшие вот такие руководящие посты. Я думаю, что можно и в другие, наверное, какие-то, соответственно, инстанции обратиться, задать, собственно, вопросы. И чем, наверное, больше таких обращений будет, тем, наверное, неудобней станет тем, кто организовал, собственно, всю эту историю с Сергеем Григорьевичем, который, на мой взгляд, как я полагаю, ранее был предпринимателем, у него, кстати, много там передвижных дельфинариев было и так далее, то есть он привык, видимо, все покупать, все, вот, собственно, брать вот таким образом, вот, но в моем понимании это дискредитация, да, законной власти нашей, то есть нашей страны, что если у нас, собственно, такое может происходить, собственно, среди белого дня, вот, но это неправильно. Поэтому я считаю, что нужно бороться обязательно смело, обращаясь в соответствующие инстанции, делать заявления и придавать гласности вот, собственно, вот этих проблем, которые, на мой взгляд, убивают реально наш отечественный цирк. Я очень хочу, чтобы цирк был крепким, так же, как и в советское время, потому что я уже рассказывал, что именно в этот период самый был рассвет нашего искусства, были самые громкие имена. И, кстати, знаете, сделал бы акцент недавно, буквально вчера на эфире, прямой эфир был, значит, радио «Комсомольская правда», вот Сергей Григорьевич. Кстати, почему-то в архиве не осталось, к сожалению, его выступления, там около 20, наверное, минут, хотя другие вроде выпуски есть, но он много чего интересного там рассказывал, что, собственно, там можно, знаете, на цитаты поделить. И он вот рассказывал, что есть новые имена, новые там фамилии там, и так далее. Но я вообще не услышал ничего нового. То есть, если мы в советское время знали людей, о которых я говорил, то есть я перечислять заново не буду, то есть были артисты, известные на всю страну, и люди шли с удовольствием, потому что знали, что это там цирк Филатовых, там Борисовы, там Тугановы, Мирденовы, очень много громких, ну а где Попов даже, вот смотрите, сейчас спросить, какие вы сейчас известные клоуны, ну нету ни Карандаша, ни Попова, тот же Куклачев, ну замены-то нет, то есть где же эти имена, о которых Сергей Григорьевич говорил. В общем, вот такое у меня мнение. Надеюсь, что наши зрители, которые посмотрят этот выпуск, обязательно примут к сведению информацию, вот, и более того, смогут оказать нам содействие, соответственно, поинтересоваться об этих вещах, которые были озвучены в определенных инстанциях.